Прокачанная версия Realme GT Neo, если не сказать, что это прокачанная версия Realme GT. В PC-марке данный смартфон выдал ровно 8 часов и еще осталось 20% заряда. Супер тонкий, быстрый и легкий, где-то мы это уже слышали. Необычный дизайн тыльной части, который у Realme уже был, стабилизация в видео по мне на высоте, функция Always On Display не урезана в отличие от Xiaomi, оснащен он экраном Super AMOLED от Samsung с частотой обновления 120 Гц. Плюс игровой отклик сенсорного слоя в 360 Гц, что дает нам большую чувствительность к касаниям. Ну, вы и так без меня об этом знаете. Отпечатка пальцев встроен в дисплей, также есть разблокировка по распознаванию лица, 4D вибрация, 2 стереодинамика, разумеется, заводская защитная пленка с нормальной олеофобкой, хороший набор кодеков, двухдиапазонный GPS и многофункциональный NFC. GPS, кстати, это отдельная тема в смартах Realme, у них он всегда работает отлично. Режим GT, как отрабатывает этот смартфон в жизни на самом деле, сейчас я расскажу. А перед тем, как начать, хочу напомнить, что неделю назад на моем канале вышел топ-10 смартфонов от Realme. Кстати, как и топ-10 смартфонов от Xiaomi. Ссылку оставлю в правом верхнем углу, кому будет интересно, посмотрите. Полетели. Tube 907, всем виват, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, я рассказываю все быстро и емко, максимально подробно о каждом товаре. Для вас делаю выводы в конце, а вы его делаете для себя сами. Плюс на постоянной основе раз в месяц разыгрываю рандомно 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И не забываем, что конкурсов в принципе всегда море, все условия в описании. Все конкурсы провожу на стримах, ставьте лайк за труды и подписывайтесь с колоколом. А теперь подробно о новинке флагманов Realme GT Neo Flash 5G. Кстати, Realme GT Neo, как и Realme GT, разумеется, были на канале вместе с обзорами и стримами-прожарками. Распаковка. Коробка на удивление черная, а не как обычно желтая и очень габаритная для обычного телефона. Пришла помятая, но слегка. На коробке нет спеков, только 2 QR-кода на официальный сайт. Внутри коробки адский запах химии. В комплект входит телефон, блок питания на 65 Вт типа US, кабель USB Type-C, чехол хороший, не топорный, защитная пленка, скрепка и инструкция на китайском языке. Все просто и стандартно. Переходим к смартфону. Внешний вид интересный. По дизайну подойдет как женщинам, так и мужчинам. Но в основе своей, разумеется, это близнец Realme GT. Рама из пластика, тыльная сторона из текстурной эко-кожи с глянцевой вставкой. Да-да, вам не послышалось, телефон сам по себе уже как чехол. Аппарат весит смешные 181 грамм, а его габариты составляют 155 мм на 73 на 9 мм. Габариты для современных смартфонов по мне отличные, такой вот ультракомпакт. А вес точно такой же, как у Realme 8 и у Realme 8 Pro. Обзор и сравнение этих двух девайсов, кстати, тоже можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Стараюсь обозревать все новинки телефонов и по максимуму вам о них рассказывать. Цветовая палитра небольшая, но выбрать есть из чего, а именно черный, серебристый, переливающийся, который производитель наименовал «Последняя фантазия» или «Фантастический». Как на самом деле это звучит, известно только людям, владеющим китайским, а Google переводчик путается в показаниях. И последний цвет желтый, который, собственно, у меня на руках. Мне нравятся смартфоны такого цвета. Но, конечно, на официальном сайте яркость и оттенок этого цвета значительно отличается от того, что есть на самом деле, так как он представлен именно как яркий насыщенный желтый, а по факту просто горчичный. На корпусе расположены клавиши регулировки громкости, кнопка питания, разъем под мини-джек, разъем для зарядки USB Type-C и слот для 2 нано-SIM, который опять не прорезинен, что слегка огорчает. А также 2 динамика и 2 микрофона. Кнопки не люфтят, неприятного щелчка при нажатии нет, тыльная часть не марка, а вот заводская пленка приобрела повреждение быстро, моментально царапается. Экран занимает фактически 92% лицевой части телефона, что неплохо, и фронтальная камера внедрена прямо в него. Да, где эти выезжалки, как у OnePlus 7T Pro? Почему их не делают? Все очень просто, это довольно технологически сложно. Находится фронталка в верхнем углу экрана, поэтому не столь сильно мешается. Экран на 6,43 дюйма, частота обновления у него 120 Гц и частота отклика экрана 360 Гц. DC-диминга официально нет, что по идее нормальный такой фейл, но ощущение, что он, если честно, вшит, потому что шим на минимальной яркости 12%, на 50% 54%, на полной яркости он выдает 4,27%, а на автояркости в среднем 36% в квартире. Значение не меняется при включении или отключении автояркости. Сама автояркость работает довольно неплохо. Always On Display на борту, в отличие от Xiaomi, он здесь нормальный. В режиме энергосбережения работает около 5 секунд, а так можно настроить и запланировать на весь день. То есть, проще говоря, вы постоянно будете знать, какое время и какие оповещения. Мультитач на борту на 10 пальцев откликается. Внедренный в дисплей отпечаток пальцев работает отлично. Аналогично все происходит и с распознаванием лица, но если вы носите очки, то придется пользоваться
отпечатком. В очках он вас не узнает. Об этом, кстати, производитель не заявлял, но я попытался, и итог плачевен. Идем дальше. Процессор MediaTek Dimensity 1200. 6-нанометровый с архитектурой 8-ядерной обработки с основной частотой 3,3 ГГц. Пользовательский интерфейс Realme 2.0 на основе Android 11. Есть китайские приложения, которые без проблем удаляются. 100% охват широкой цветовой гаммы DCI-P3. Доступна оперативной памяти на 8 и 12 ГБ, а встроенная на 128 и 256 ГБ, и она здесь UFS 3.1. Ничего не поменялось, кроме того, что на этот раз расширить память с помощью SD-карты мы не можем. В принципе, как и во всех флагманах. На борту есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 и, разумеется, 5G сетей. В нашей стране телефон ловит отлично, кроме 5G, которого у меня, допустим, здесь нет. Заявленное 4D Vibro дешевит, топорное оно, хотя настраивать его можно. Сила сильная, слабая и средняя, как всегда. Кодеки завезли только AAC, SBC, aptX, aptX HD и LDAC. Bluetooth версии 5.1, что очень недурно. NFC есть, работает без нареканий. Google Pay можно устанавливать через Play Market, встает и отрабатывает без проблем. Двухдиапазонный GPS на борту, по моим тестам, его точность до 1 метра, находясь на открытой местности рядом с торговым центром. В этом смысле Realme просто молодцы. GPS у них работает быстро и четко. Датчики приближения отрабатывают хорошо. 2 линейных стереодинамика, 1 разговорный и 1 основной. По звучанию слух сильно не режет, но стремиться есть куда. Не сказал бы, что супер топовое. Хотя тут стоит просто сказать, что главное есть стерео для Realme. Не всегда они его запихивают. Емкость аккумулятора 4500 мАч. PCMark выдал ровно 8 часов, что, конечно, маловато, но на день обычного пользования хватает за глаза. Плюс к этому за 1 час игры при 50% яркости экрана уходит в среднем 26% заряда. Зарядился он от 15-ваттной зарядки за 1 час 41 минуту. С выключенным Always On Display саморазрядки ночью нет. С включенным Always On Display он немного пожирает, что очевидно. Девайс адаптирован для повседневного использования и под игры. Имеется режим GT, в PUBG стабильно 29-30 FPS. Температура не выше 47 градусов, в асфальте температура выше 51 градуса и не спеша, но поднимается, при том, что FPS скачет от 49 до 60. В Genshin Impact температура от 54 до 56 градусов стабильно, FPS 29-30. Настройки вы сейчас видите. Фризы присутствуют, но крайне редко. Стресс-тест отказывается проходить из-за перегрева. В Antutu показал 686 тысяч попугаев, в Storage тест показал 70 тысяч. Результаты тротлинг-тестов вы видите, а также результаты тестов 3D-марки. Блок камер не сильно выпирает, тыльная камера на 64 мегапикселя, также имеется ширик на 119 градусов и макрообъектив. Фокусное расстояние 26 мм, основной сенсор Sony IMX682, что довольно неплохо. Поддерживает он съемку в 4К 60 FPS, это максимум. Фронталка на 16 мегапикселей поддерживает запись видео в 1080p 30 FPS, что нереальный фейл для такого аппарата. Завезли электронную стабилизацию, как всегда, море разных режимов. Ширик меня порадовал однозначно. Пример работы камеры вы сейчас видите, но помним, что прошивками все допилят. Realme GT Neo Flash. Да, они запихали сюда суперский процессор, хотя все это относительно. Да, после Realme Q3 Pro плавность, конечно, зашкаливает. Вроде бы один бренд, вроде бы одно ПО, но вы сейчас видите, насколько хорошо снимает камера. Пытаюсь сделать X10. Напоминаю, что все эти игрушки из разряда X10, X100, X50, цифра, оптика или еще что-то на телефонах не актуальны, что S21, что OnePlus 9 Pro, что iPhone 12, 12 Pro Max, все, что я тестировал, дает в итоге мыло. Вы можете снимать на штативе, вы можете после этого обрабатывать видео и фото, но это будет чистой воды нагревалово. По факту съемка с увеличением видео — это извращение, притом бесполезное. Снимает хорошо, снимает красиво. Realme в этом смысле, конечно, не являются фронтменами, но, как вы видите, все более чем прилично. Селфи-камера Realme GT Neo Flash. Это, конечно, печаль лютая. В 4К она не снимает, максимум 1080p. Учитывая, что они туда запихали, я имею в виду процессор, ну, как минимум, это глупо. Возможно, при обновлениях они добавят 4К. Я на это очень сильно надеюсь. Сенсор не супер. Как она снимает, вы видите. Rolling Shutter при съемке на сам телефон не виден, но, скорее всего, он появится, как только я его скину и начну рендерить. Я, во всяком случае, обязательно это продекламирую помимо записи в самом ролике, есть ли он. Что я могу добавить?
Нравятся мне их телефоны? Нравятся, да. Это, с одной стороны, у Realme копипаст, что Realme 8, Realme 8 Pro, Realme Q3, Realme V15, V13 и все подобное. Но мы должны реально помнить, что у Realme ценовая политика 30 тысяч, 29 тысяч за Snapdragon на 3 восьмерках, который греется при этом меньше, чем топовые аппараты по сотке. Я об этом знаю, я с ними хожу. Так вот, ну пусть они чуть-чуть хуже снимают. Пусть у них слегка похожие внешние какие-то штуки из разряда корпусов. Но в целом аппараты про выгоду. Железо они сюда запихивают, мне кажется, больше, чем на стоимость самих аппаратов. Из минусов: шим экрана. Скорее всего, здесь шит DC-димминг. В настройках этого нет, но учитывая, как меняется шим при изменении яркости экрана, я думаю, что он вшит все-таки. Не совсем он ужасный. Дешевая вибра, которая стоило бы давно пофиксить, и не дешевого здесь тоже не появится, оно слишком топорно. В играх есть фризы, хоть и не часто. Пластик, из которого изготовлена рамка, дешевая и маркая. По яркости экран конкретно уступает флагманам и предшественникам. Цена в районе $300 с бесплатной доставкой плюс-минус, когда как. Ссылка в описании к видео. Есть ли промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. И, кстати, не забывайте, что дороже 200 евро, допустим, если вы будете проживать в России, вам нужно будет платить таможенный налог. Так же, как если вы проживаете в какой-либо стране, при превышении таможенного лимита вам приходится платить налог за тот или иной девайс сверх стоимости этого порога. То есть, проще говоря, если вы покупаете телефон за 16 тысяч рублей, вы ничего не платите сверху. Это 200 евро, находясь в России. Если платите 300 евро за телефон, на оставшиеся вот эти 100 евро разницы вы должны заплатить 15% налог. Многие об этом забывают, и им кажется, что на Али прям ультра дешево. На Али ультра дешево, но не мега дешево. Не забываем про налог. Резюмирую, если рассматривать его как средняк, девайс вещь. Как и со многими флагманами, однозначно перед покупкой стоит сходить в магазин и его пощупать, дабы избежать разочарования по прибытии смартфона из Китая. Для игр взять можно, но учитывая момент с фризами, нужно 3 раза подумать. Может быть, с прошивками допилят, может быть, нет. Все-таки процессор не Snap, не так сильно греется, но и не так много баллов выбивает везде. А вообще, смотря во что играть собираетесь, все-таки есть разница в Tetris его гонять или в Genshin Impact часами. Подписывайтесь с колоколом, пишите, что еще вам интересно для обзора, ставьте лайк за труды. Девайсу все-таки да, учитывая стоимость. Добра и удачи вам, дорогие друзья!